Миллионы евро на танки. Германия называет Россию угрозой и готовится к закупке 1000 единиц тяжелой военной техники. В то же время командующим силами НАТО в Европе стал военный США, который ранее заявил о возможной победе Украины в войне. Громкое дело в Украине. С обысками пришли к экс-министру обороны Резникову, который угодил в скандал о закупках для армии яиц по завышенным ценам. Что нашли в его телефоне? На связи с Вашингтоном Берлин и Киев. Трамп ответил Зеленскому на вопрос об остановке военной помощи, что именно и как Кремль реагирует на пессимистическое настроение американского президента. Белорусский оппозиционер Тихановский, который решился бороться с Лукашенко, сделал громкое заявление: на удар по Минску не хватает средств. Детали. Почему Чехия погрузилась во тьму? Кто устроил блэкаут? Как Британия опозорилась базами ВВС, где истребители, способные нести ядерное оружие, прячут за дырявым забором, а также немедленный вывод и переброска войск. Решение президента. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Германия, которая считает Россию угрозой, потратит 25 миллиардов евро на новые танки. Издание Bloomberg пишет, что в планах закупка до 1000 танков «Леопард-2» и 2500 бронемашин «Боксер». Это ключевой шаг в формировании 7 новых боевых бригад НАТО, которые должны усилить оборону Европы на фоне угрозы со стороны России, уточняют авторы материала. Эти бронемашины и танки, если закупка будет одобрена, предназначены для оснащения указанных подразделений, сообщили источники на условиях анонимности. Расширение военного потенциала отражает растущую обеспокоенность союзников, усилившейся агрессии России после полномасштабного вторжения в Украину. В материале говорится, что производством займутся немецкие оборонные гиганты Rheinmetall, КДНС и совместное предприятие Артек. Большая часть техники будет производиться в Германии. Дополнительно Берлин уже получил одобрение на покупку 1000 финских броневиков. Они заменят устаревшие машины. Стоимость сделки еще до 2 миллиардов евро, причем 90% производства также пройдет в Германии. Параллельно с этим Берлин планирует увеличить численность армии на 60 тысяч человек, а уже с 2026 года запускает новую добровольную военную службу. Канцлер Мерц, напомню, ранее говорил, что цель правительства — сделать Бундесвер сильнейшей армией Европы. Отмечу, что новым командующим силами НАТО в Европе официально стал генерал ВВС США Алексус Гринкевич. Напомню, буквально неделю назад на слушаниях в Сенате он допустил, что Украина может победить в войне с Россией. Громкое дело в Украине. Агенты Национального антикоррупционного бюро провели обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова. Следственные действия прошли 30 июня и, вероятно, касаются громкого дела о закупках продуктов для армии по завышенным ценам. В частности, яиц по 17 гривен за штуку. Это дело вызвало огромный резонанс в стране 2 года назад. Сейчас ряд украинских медиа сообщает со ссылкой на свои источники, что обыск стал неожиданностью для экс-министра. У него изъяли, цитата, «левый телефон с чатами и ряд документов, которые теперь изучают детективы НАБУ». Также был изъят и личный мобильный, который, по словам правоохранителей, не был зачищен. Данные на нем активно анализируются. Издание «Зеркало недели» уточняет, в апреле в НАБУ заявляли, что экс-министр обороны на тот момент не являлся подозреваемым в уголовном деле, но расследование продолжается. В то же время издание «Украинская правда» пишет, что обыск состоялся по делу, открытому по заявлению самого Резникова еще в 2023 году. Также собеседники, близкие к экс-министру, заявили, что у него не изымали никаких документов, а телефон полистали, ничего интересного, кроме переписки по публикациям в СМИ, не нашли. Это была цитата. Напомню, что скандал из-за закупок для армии по завышенным ценам, в том числе яиц по 17 гривен, когда рыночная цена была вдвое ниже, стал символом коррупции в военных тендерах во время войны. Друзья, как считаете, что могло бы искоренить коррупцию в целом в любых странах и в любое время? Напишите в комментариях под этим видео, как бы вы боролись с коррупционерами. В Пентагоне лицемерят, когда говорят, что приостановили оборонную помощь Украине из-за низкого уровня собственных военных запасов. NBC News пишет, что 3 американских официальных лица подтвердили, пакет помощи, который предназначался Украине, не поставил бы под угрозу безопасность армии США. Решение о приостановке стало неожиданностью для Госдепа, украинских властей, европейских союзников и членов Конгресса. Критики решения, как республиканцы, так и демократы, поддерживающие помощь Украине, выразили недовольство.
Один из лидеров демократов в Палате представителей Адам Смит из штата Вашингтон заявил, что Пентагон действует неискренне, ссылаясь на боеготовность, в то время как истинная цель – продвинуть повестку по сокращению помощи Украине. По словам 3 помощников в Конгрессе и бывшего чиновника США, решение о приостановке было принято лично министром обороны Питом Хексетом. Это уже 3-й случай, когда он самостоятельно приостанавливает поставки Украине. В предыдущих случаях, в феврале и мае, его решения были отменены спустя несколько дней. Накануне Зеленский попытался лично услышать от Трампа, что же произошло. Телефонный разговор состоялся накануне во второй половине дня. В Киеве заявили, что обсуждали с Трампом ПВО и даже договорились работать над улучшением защиты украинского неба. Кроме того, между командами США и Украины пройдут срочные переговоры. Сегодня же я говорил с президентом Трампом. Важный разговор. Договорились про встречу наших команд, чтобы увеличить силы ПВО. Очень детально говорили про совместное производство. И нам это необходимо, и Америке. По данным Axios, Трамп заявил Зеленскому, что устроит проверку, какая на самом деле помощь была остановлена. Кроме того, заверил, что хочет помочь Украине с ПВО, пишет издание. Вашингтон, кроме Киева и Москвы, связался еще и с Берлином. Трамп провел переговоры с Мерцем до того, как поговорил с Зеленским. После в Германии подтвердили информацию немецких СМИ о возможной сделке между Штатами и ФРГ. Шпигель уточняет, что несмотря на переговоры, Трамп не дал конкретных обещаний. Сейчас вопросами ПВО активно занимается Мерц, пишет издание. Есть разные способы восполнить этот пробел с «Патриот». Вы упомянули один из них. Могу сообщить, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные переговоры. Как далеко продвинулись эти переговоры? Я не могу предвосхищать результаты, но проблема срочная, и минувшая ночь это еще раз подтвердила. В Кремле тем временем пристально следят за настроением Трампа. Там прокомментировали слова президента США о том, что он разочарован разговором с Путиным. Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальных военных операций и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами. Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу специальную военную операцию. И в ее рамках Россия планирует не прекращать атаки по Украине. Российские воздушные и наземные наступления усиливаются. Лишь накануне ВС РФ на фоне переговоров Зеленского и Трампа трижды ударили по родному городу Зеленского – Кривому Рогу. В то же время решение США о приостановке военной помощи дает Путину значительное преимущество в его усилиях по ослаблению западной поддержки, которая имеет ключевое значение для продолжения сопротивления Киева. Об этом пишет издание Wall Street Journal. Авторы материала уточняют, что взятие под контроль новых территорий на данном этапе войны, возможно, не является для России главной целью. Аналитики считают, что Путин стремится измотать войска и технику Украины. Wall Street Journal пишет, что Трамп и его усилия по установлению мира зашли в тупик. Последние события укрепляют уверенность России в том, что она сможет пережить Украину и ее сторонников в войне на истощение. По данным Вашингтонского института изучения войны, Украине придется экономить ресурсы, и этот шаг, вероятно, ускорит успехи России на поле боя. О ресурсах сейчас говорят и европейские члены НАТО. Они негласно готовятся к возможному выводу войск или же значительному сокращению военного присутствия США на континенте. Об этом сообщает портал Euroactiv со ссылкой на дипломатические источники в Альянсе. Трамп все же настроен сократить численность войск в Европе и устроить переброску 10 или 20 тысяч военных в Азию и на Ближний Восток. Издание уточняет, что если это произойдет, то европейские силы не смогут восполнить потерю в течение многих лет. Многие в Европе опасаются, что Белый дом может принять резкие и односторонние решения без консультаций с союзниками. Обещания высокопоставленных представителей администрации Трампа, включая сенатора Марко Рубио, что никаких сюрпризов не будет, пока не вызывают особого доверия. Несмотря на все эти события, Украина и Россия провели 8-й за последний месяц обмен военнопленными. Первым об этом сообщила Минобороны РФ и опубликовала видео с россиянами, которые вернулись из украинского плена. Произошел обмен, все великолепно, всем спасибо. Минобороне, президенту, дай бог, что поменяли нас. Мы уже думали, все. Эмоции пока еще вообще где-то плавают, но отлично все. Дома все, жена, двое детей.
С украинской стороны информацию подтвердил Зеленский. Говорит, что вернулись военные ВСУ, Нацгвардии и погранслужбы, которые воевали в Донецкой области, в частности в Мариуполе, а также в Луганской, Харьковской и Херсонской областях. Мамочка, ты главное не нервничай, все нормально. Вы там живы, здоровы. Все целые. Держи, мамочка, пожалуйста, очень прошу тебя, держись. Я приеду, я тебя буду защищать, оберегать и заботиться о тебе. В Украине уточнили, что в результате переговоров Россия отдала Украине украинских военных, которые были осуждены в РФ на длительные сроки. Обмены пока единственный положительный результат переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле. Прекращение огня не достигнуто. Накануне в Украине вновь заявили о массовом налете ударных БПЛА. Мониторинговые каналы писали и о готовности России ударить по Украине баллистикой. Взрывы всю ночь гремели в разных городах страны. Но при этом неспокойно было и в самой России. С вечера Росавиация сообщила о немедленной посадке и запрете вылетов гражданских самолетов в аэропортах Тамбова, Нижнего Новгорода и после в Пулково, Санкт-Петербург. Был объявлен режим ковер. Украинские паблики писали о массированном ответном ударе по российским военным объектам. В России заявляли о налете дронов на Татарстан, десятки других областей, а также о работе ПВО, взрывах и уничтожении БПЛА в Ленинградской области. Истребители, способные нести ядерное оружие Британии под охраной садового забора. Скандал вокруг безопасности баз ВВС. Журналисты The Telegraph показали всю так называемую мощь Лондона. Правда, стала причиной громких обсуждений. Итак, 1,5 метра – такова высота заграждений на ключевых объектах Великобритании. И именно такой защитой окружен аэродром, где страна собирается разместить новейшие ядерные истребители F-35. Журналисты The Telegraph выяснили, периметр ключевых военных баз – просто проходной двор. Деревянные заборчики, кусты, сетки без колючей проволоки. На одной из баз, названных целью радикальной группой Palestine Action, ворота даже вообще не закрываются. 2 точки доступа просто открыты. 3 с табличкой «Не входить» и переносной загородкой. Британские политики называют сложившуюся ситуацию провалом и требуют немедленного усиления мер безопасности. Масштабный блэкаут парализовал Прагу и другие города Чехии. 4 июля из-за внезапного отключения электричества в столице остановилось метро, трамваи и троллейбусы. По сообщениям чешских СМИ, также перестали работать светофоры, банкоматы, а в жилых домах отключились лифты. В некоторых из-за этого застряли люди. Частично пропал интернет. Блэкаут также затронул и другие города страны. По данным чешской энергетической компании, свет выбило после аварии на одной из ключевых подстанций страны. В то же время чешская полиция не исключает версию кибератаки, хотя признаков хакерского вмешательства пока не обнаружено. ЧП со светом в Чехии прокомментировал даже президент страны Петр Павел. Отмечу, что к вечеру пятницы электроснабжение в Чехии частично восстановили. Я ценю работу пожарных, полицейских, энергетиков и других служб, которые участвовали и продолжают участвовать в устранении масштабного отключения электроэнергии и его последствий. Также благодарю всех граждан, которые сохранили спокойствие в этой неприятной ситуации. Подобные события напоминают нам, насколько важна тщательная подготовка к кризисным ситуациям не только на уровне государства, но и на уровне каждого человека. Без поддержки и средств для удара белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, который совсем недавно вышел из белорусской колонии, а 3 дня назад объявил, что собирает команду и деньги для удара, далее цитата, по лукашизму, конец цитаты, заявляют о низком уровне поддержки со стороны белорусов. Напомню, что на этой неделе он заявлял, что его главная цель – достижение демократии в Беларуси. И чтобы прийти к этой цели, ему нужна не только команда единомышленников, но и на первое время 200 тысяч евро, которые он назвал небольшими средствами для достижения масштабных целей. Однако собрать удалось пока только 1000 евро. Об этом Тихановский лично заявил в своем новом видеообращении. Белорусы никогда не вернутся домой, если не поверят в себя. Перемен не будет без вашего доверия и поддержки. Я обратился к вам за помощью, и вы задонатили мне 1000 евро. И ждете мощного удара по лукашизму через 3 недели. Стыдно и больно. Кто-то должен прийти и за вас все сделать. Ждите, ждите дальше, а я буду бороться. Живе Беларусь! Незабываемый отдых в изоляционной республике. Северная Корея открыла новый пляжный курорт
Вонсан-Кальма. Северокорейские СМИ уже назвали его местом отдыха мирового класса. Сообщается, что Ким Чен Ын лично перерезал ленточку на церемонии открытия. Также на торжество пригласили российского посла, поскольку Пхеньян рассчитывает на большой поток именно российских туристов. Помимо 4-километрового пляжа на территории Вонсан-Кальма выстроены несколько десятков отелей, торговые центры с ресторанами и есть аквапарк. На курорте могут одновременно отдыхать до 20 тысяч туристов. Сначала я боялась прыгать в воду, но когда решилась, вокруг было много пожилых людей. Они выглядели счастливыми, а вода была чистой. Пейзаж был прекрасным, и я могла одним взглядом охватить бескрайний океан. Моя страна лучшая. Выезд первой российской группы туристов планируется уже 7 июля, пишет ТАСС. Туры с отдыхом на курорте Вонсан-Кальма рассчитаны на 8 дней и 7 ночей. Программа включает не только пляжный отдых, но и посещение ключевых достопримечательностей столицы Пхеньяна. Выложить за отдых в КНДР придется минимум $2000. Кстати, белорусским туристам также предлагают эксклюзивный тур в Северную Корею. Дорога будет весьма утомительной, предусмотрено 2 перелета из Минска в Москву и из Москвы во Владивосток, а дальше поездами. Друзья, хорошего вам дня, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, оставляйте также свои комментарии под этим видео, и я напомню, новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. До встречи!